Здравствуй, Тоня. Прости, если неправильно тебя назвал. Пишу из больницы. В мозгах еще темно и немного мутно. Памяти нет. Но постепенно просветляется, будто вспыхивает. Что-то вроде бы мелькнет, а что и понять не успеешь. А потом опять тьма. И на затылок давит. Да у тебя в голове пластина. Я сам видел, как тебе ее ставили. Я не спорю. Конечно, можно у врача спросить, да стесняюсь. Еще подумать чего. Ну что, вспомнили? Федя! Да? Вспоминайте. Хочешь верь, хочешь нет. Не могу вспомнить, как меня зовут. Диагноз у меня сложный. Алкогольный психоз и черепная травма. Где это я так? Пойдем, пожрем. Сейчас пойду обедать. А после тихого часа опять возьмусь за письмо. О многом хочется у тебя спросить. Но я пока не знаю о чем. Добрый день. Веселый час. Я проснулся, а наши еще спят. Сейчас видел сон, но не могу рассказать. Туман какой-то серый. И все. Кому ты пишешь? Жене. Нечего и вспоминать. Я вот все помню, но не вижу в этом ничего хорошего. Будешь вспоминать, вспоминать, из катушек нахрен долой. Она и думать за тебя забыла. Или выгнала тебя как пса. Да еще и травму нанесла. Утюгом. А может, тебя и вовсе не было? Нет, ты не жене пишешь, а женщине вообще. Всем сразу, что ли? Вот именно. Такие глобальные вопросы ставит, как в кино. Может, он философ или прокурор? Как ты думаешь? А ты уверен, что жена захочет тебя узнать? Уверен. Знаешь, мне раньше и в голову бы не пришло, что ты можешь не захотеть меня узнавать. А теперь заопасался. А вдруг? Я, наверное, виноват, не спорю. Но не настолько, чтобы меня не узнавать. В общем, ты подумай. Здравствуй, Тоня. Не писал тебе несколько дней. Уже хожу на трудотерапию. Собираем выключатели. Ума никакого не требуется. Взял корпус, взял пружинку, поставил концы пружинки в пазы, нажал большим пальцем и готово. Я это в момент усек.
Псих эти выключатели как семечки щелкает. А я пока одну пружину вставлю, 10 потов пролью. Наказание какое-то. Как представлю, что мне и завтра, и послезавтра, и еще не знаю сколько дней эти выключатели собирать, так и жить не хочется. Все есть. За 3 часа вообще можно палец о палец не ударить. Никому это не надо. А я переживаю. Ну что, получается? Хотелось бы мне знать, кем я раньше работал. Нет ли способа это выяснить как-нибудь? Трудная задача. Может, вы 10 профессий сменили, пока до нас сюда докатились. Так отправьте меня на дактилоскопию, отпечатки пальцев снять. Может быть, я у них где-нибудь значусь. Это мысль. Дактилоскопия. А сами-то? Слово откуда это знаете? А действительно, откуда? Два дня вспоминал, и все без толку. Но в заключение я, наверное, все-таки побывал. На руднике или на приисках работал. Руки огрубели, как от лома или кувалды. Только что я такое мог совершить? Ты бы мне в раз все объяснила. В голове не укладывается, как такое могло случиться в наше время. Если бы я в тайге заблудился или в пустыне, так меня бы не только милиция, меня бы воинские части разыскивали. На вертолетах, на танках. А здесь никому. Ничего. Ну, у нас танков нет. А продукты, как вы на меня списываете? Значу же я где-нибудь у вас? Все значитесь. Под номерами? Под символами. Ну, пока до свидания, Тоня. Жду ответа. Дай табачки. Спасибо. Тоня, здравствуй. Сегодня был на уборке мусора. Такая хорошая погода была. Так жить захотелось.
Они прошли, а меня как током ударило. Запах от них такой знакомый, как в лесу после дождя. Едва до палаты добрался. И начало меня гнуть, ломать. Врачи до вечера со мной промаялись. Сам не помню, а мужики подсказали. Кричал все время. Есть у меня дети. Есть. Не сомневайся. Есть у тебя дети. Если хорошо повспоминаешь, то и внуков вспомнишь. Сука! Действительно, дети у нас с тобой есть. А почему бы им не быть? Намаялась ты с ними без меня. Ничего, выйду отсюда, все возьму на себя. А ты отдохнешь. Потерпи, уже недолго. Раз на работу одного отпускаю, значит дело к выписке. Пока до свидания. Теперь уже до скорого. Тоня, здравствуй. Видел тебя во сне. Все запомнил и могу описать. Что ты все молчишь? Вроде давно не виделись. Что рассказывать? Я все на месте, а ты путешествовал. Ездил, болтался. А лучше дома нигде нет. Ври больше. И босоножки, что я заказывала, так и не привез. Причина уважительная. К лету купим. На вот, возьми. К чему бы этот сон? Как ты думаешь? Напиши. Ну, будьте здоровы, не скучайте. Скоро приеду. Ребятишек поцелуй. Входите. Проходите. Присаживайтесь. Здравствуй, Тоня. Ничем пока порадовать не могу. Вчера приходил майор милиции. Допросил меня. Смахивал я на одного рецидивиста. Очень даже. Узнаешь? Кажан не помню. А так я не спорю. Послушайте, Сейчас, думаю, мне все объяснят. а вроде нет. И конец нашим с тобой мучениям. Не знаю, ну, может его раздеть. Хорошо. Разденьтесь. А не давай меня крутить, вертеть. Спиной. Лицом сюда. Короче, не тот я оказался, кто им был нужен. У рецидивиста были особые приметы. А как же со мной? Да никак. Тебе придется подождать. Вы там зарплату зря получаете. Никому голову пробили. Никто пробил. Ничего не знаете. Странный ты человек, радуйся. Тот, кого мы ищем, женщину и двоих детей убил. Тоня, на улице уже совсем тепло. А мне все хуже и хуже. Тоска. Прошлой ночью в соседнем бараке кто-то кричал жутко. Потом все затихло. Это совесть твоя кричала. Мучаешь ты ее.
Признайся, все равно всем известно, что ты все помнишь, а тут прикидываешься, чтобы ответственности избежать. Признайся, легче будет. Ну, гад. Вся душа, совесть, а у самого яд кипит. Хотел с вами поговорить по поводу моего соседа. Какой-то ненормальный. Пытаюсь выйти с ним на контакт, Здравствуй, Тоня. поговорить с ним. Видишь, как получилось. Нужно общение. Память ко мне не возвращается. Говорю что-то, он постоянно... Ну что делать? Не могу его понять. Он ударил меня недавно. Только тебя и детей очень хочется увидеть. Так хочется, что совсем не сплю. Все думаю, как нам встретиться. На ментов, видно, надежда плохая. Раз у меня особых примет нет. Пока сам тебя не найду, никто нам не поможет. Выйти отсюда нетрудно. Оделся в рабочее и пошел. Куда? На стройку. А дальше, Тоня, самое морочное. Карта географическая нужна. Я разобью ее на квадраты и буду их по очереди обходить. Это, конечно, долго, но другого выхода у нас с тобой нет. Главное — достать карту. В общем, твое дело ждать, а мое искать. До встречи. — 26 мая сего года было обнаружено, что больной с проникающей черепно-мозговой травмой из больницы исчез. Ориентировочно это могло произойти вскоре после медицинского обхода. То есть где-то между 11 и 12 часами. Именно в это время больные направляются на строительство нового лечебного корпуса. Где занимаются трудотерапией. Никто из больных, а также медицинского персонала, дополнительных сведений дать не мог. Не мог дать дополнительных сведений. Меры к разысканию и возвращению больного принимаются. Ну, хоть пару оплеух. Нет, ничего не выйдет. Так хочется разрядить ненависть, накопившуюся за сутки. И, кажется, ничего не выйдет. Останемся гуманными, всех простим и будем спокойны, как боги. Пусть они режут и оскверняют, мы будем спокойны, Вам как письмо. боги. Богам спешить некуда, у них впереди вечность. Румата подъехал вплотную. Штурмовики неуверенно подняли топоры и попятились. Ну, Так это значит, что? Так это значит, ты благородный Дон Румата? Второй штурмовик сейчас же повернул коня и галопом Ответ на ускакал запрос от прочь. 11 апреля Первый 1987 года. Прощение просим, Год назад от рака печени умерла доярка совхоза Локшинский Лопарева Антонина Павловна.
32 лет. У нее остались две дочки, 10 и 8 лет. Отец их, Лопарев Василий Иванович, совхозный механизатор, 2 года назад был командирован в областное управление сельхозтехники и исчез. Антонина Павловна разыскивала его до последнего дня, но безуспешно. Никто не отозвался. Эй, Хиун! И опять никто не отозвался. Прислушавшись, Румата различил сквозь комариный звон шорох кустов. Хиун торопливо пробирался через поле на запад, туда, где в 20 милях проходила ируканская граница. Вот и все. Вот и весь разговор. Всегда одно и то же. Проверка, насторожный обмен двусмысленными притчами. Целыми неделями тратишь душу на пошлую болтовню со всяким отребьем. А когда встречаешь настоящего человека, поговорить нет времени. Нужно прикрыть, спасти, отправить в безопасное место. И он уходит, так и не поняв, имел ли дело с другом или с капризным выродком. Да и сам ты ничего не узнаешь о нем. Чего он хочет, что может, зачем живет.